Чуть ли не с античных времен нам периодически объясняют, что наука — вещь вовсе не умная, а заумная. Что ученые в основном занимаются тем, что дурят нашего брата, как хотят. Общаются друг с другом на непонятном жаргоне, на никому не нужные темы. И морочат голову простому человеку, чтобы, не дай бог, не догадался, что пользы от них, как от молока, не очень высокоудойного козла. Людям невежественным и агрессивным все, что им хоть чуточку непонятно, кажется в лучшем случае глупостью, а в худшем — коварным заговором. Им ведь гораздо приятнее, когда непонятное им не потому непонятно, что у них понималка плохо варит, а потому, что это их хотят обмануть. Но они такие умные, что сразу это поняли. Один из главнейших постулатов этой тупой и злобной теории состоит в том, что все так называемые великие ученые не могут изобрести ничего полезного. Но кто из них выдумал хоть что-нибудь, что могло бы реально пригодиться такому, как они, простому человеку? Утюг, зубочистку, складной ножик, кофейную мельницу. Вот вы говорите, что Эйнштейн очень умный. Почему он не придумал что-нибудь такое? Что интересно, они и здесь крупно неправы. Холодильники «Кристалл», миллионами стоящие на советских кухнях, придумал именно Эйнштейн. А что они этого не знают? Их проблемы. И вообще масса простых и полезных вещей, которыми все мы пользуемся, выдуманы именно представителями чистой науки. Просто мы об этом забываем по свойственной нам неблагодарности. Например, вот это. Джозеф Присли был типичным представителем чистой науки, филологом и богословом. Куда уж дальше от практики. Сын небогатого суконщика, он начал свою карьеру как священник. Способности лингвиста у него были выдающиеся. Кроме родного английского, он знал немецкий, французский, итальянский, латинский, древнегреческий, иврит, арабский, сирийский и халдейский языки. Со временем он пошел в Уорлингтонскую академию преподавать иностранные языки и литературу. Кстати, там он создал учебник английской грамматики, по которому этот предмет преподавали более полувека. Достаточно для славы и без каких-либо прикладных изобретений. Но Присли этого мало. Он знакомится с Бенджамином Франклином и начинает интересоваться еще и естественными науками. По предложению Франклина он издал в 1767 году историю учения об электричестве. Это тоже пока теория, а вот то, что в этом же году он обнаружил, что графит проводит электричество, тут уж без эксперимента не обойтись. Тогда же Присли предположил, что сила взаимодействия электрических зарядов обратно пропорциональна расстоянию между ними, предвосхитив закон Кулона. Однако наибольших результатов он достиг в химии, науке, совершенно не отвлеченной и связанной с экспериментом. Главной сферой его интересов становятся различные воздухи, так в те времена называли газы. Именно он впервые получил селитряный воздух, моноксид азота, соляно-кислый воздух, хлористый водород, щелочной воздух, аммиак. А в 1774 году именно он открыл кислород. В те времена еще не оставили теорию флогистона, некоего газа, ответственного за горение, первого элемента огня. Когда в 1766 году Кавендиш выделил водород, он и счел его чистым флогистоном, поскольку тот прекрасно горел. А Присли счел кислород, в атмосфере которого горение проходило наиболее интенсивно, дефлогистированным воздухом. Потому, мол, в нем все горит так ярко, что в него устремляется флогистон. Еще до этого открытия Присли провел свой знаменитый опыт с мышью под стеклянным колпаком. Через некоторое время мышь задыхалась и гибла, значит, находящийся под колпаком воздух дыхание мыши как-то портил. А потом Присли поставил под этот колпак еще и кустик мяты. И мышь продолжала жить. Так ученый открыл явление фотосинтеза. Мята, как выяснили позже, выделяла кислород. А что поглощала? У Присли и для этого вопроса был задел. Еще раньше он заметил, что при брожении пива образуются пузырьки нового воздуха. Установил, что он собирается у Земли.
Значит, он тяжелее обычного воздуха. Жизни он не поддерживал. Его даже пробовали называть мертвым воздухом. А чтобы его выделить и собрать, Пристли использовал то, что он хорошо растворяется в воде. Осталось лишь его попробовать. Пристли так и сделал. Он увидел, что вода, в которой растворен этот газ, мы называем его углекислым, стала весьма приятной на вкус. Пристли, вопреки общему мнению о чистой науке, не счел это бесполезным. Он сделал доклад в Королевском обществе о своем открытии, угостил присутствующих полученным напитком, он назвал его «пирманская вода». И с этого началась всемирная история газировки. Лондонское Королевское общество наградило Пристли медалью за этот доклад, но были стимулы и помощнее. Не прошло и 3 лет, как упомянутый выше Торберн Бергман изобрел сатуратор, прибор, позволяющий насыщать под давлением углекислотой большие количества воды и выпускать ее в продажу как искусственный аналог природных углекислых минеральных вод. Типичный пример такой воды – нарзан. Ювелир Иоганн Якоб Швеб, давно мечтавший о создании искусственного шампанского без спирта, но с пузырьками, увидел такую возможность в аппарате Бергмана, усовершенствовал его и начал массовый выпуск газированной воды. Вскоре Швеб стал называть свой продукт содовой водой, так как для получения углекислого газа им использовалась сода. Ею пробовали даже лечить болезни, от цингии до малярии. Только в 1835 году наследники компании Швепа сделали шаг, который теперь кажется предельно естественным. Добавили к газировке немного сладкого лимонного сиропа и выпустили Schweppes Lemonade, первую в истории сладкую газировку. Вскоре появился новый вид такого напитка – крем-сода. Потом стали газировать не только воду, но и вино. А в конце XIX века уже началась эпоха Кока-Колы. Правда, теперь газировки лечебными не считают, скорее наоборот. Стоматологи украшают приемные бутылками Кока-Колы, в которые запихнуто 32 кусочка сахара. Столько его в такой бутылке и содержится. И просят пить такое только через соломинку, чтобы вредило лишь передним, а не всем зубам. Во Франции с 2011 года сладкие газировки обложили налогами для борьбы с ожирением, которому они способствуют. Вот вам, пожалуйста. Представитель академической науки, философ-богослов, а как заметил полезную вещь, зафиксировал, обосновал, доложил. Даже технологию начал разрабатывать. И внедрил таки замеченный им полезный эффект. Да так, что во всем мире трудновато будет сыскать человека, который не воспользовался бы озарившей его идеей. Углекислоту обнаружили еще до Пристли, но ведь не догадались, как ее использовать. Может, это просто редкая случайность? Ни в коем случае. Такое умение замечать полезные свойства веществ должно было сработать больше раза. Так оно и вышло. Именно Пристли обнаружил, что кусочками засохшего каучука можно стирать с листа бумаги неверно проведенные карандашные линии. Раньше это пытались делать хлебным мякишем, но толку от этого было мало. Так Пристли изобрел ластик, используемый и сейчас. Если вам понравилась эта история, и вы по-новому взглянули на пользу открытий, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напишите в комментариях, какие открытия, изменившие мир, удивили вас больше всего. Делитесь выпуском с друзьями и оставайтесь с нами. Ведь впереди еще больше интересных фактов и неожиданных открытий.